поддержки, сотрудничество в различных областях. Конференция началась с утренние часы, еще до члены Центрального. Манфред Вернер поддержал такой подход. Он сделал комментарий к Лондонской декларации стран-участниц НАТО, выделив наиболее принципиальные моменты. I'm first here to symbolize the hand of friendship which we extend and to discuss with him our message to the Soviet Union, which is a message of cooperation. Thank you. Здравствуйте. Добрый вечер, товарищи. В нашей стране с официальным визитом находится генеральный секретарь НАТО Манфред Вернер. Обстоятельная беседа явилась продолжением деловых контактов, начало которым было положено посещением советским министром иностранных дел штаб-квартиры НАТО в Брюсселе в декабре 1989 года. Очень приятно вас приветствовать. Генеральный секретарь НАТО Манфред Вернер в Советском Союзе, в Москве. Лето 1990 года. Захватывающие кадры окончания холодной войны и международной разрядки. Время надежд. Время, когда казалось, что наша страна и альянс НАТО могут быть партнерами и совместно работать над проблемами глобальной безопасности. Это Владимир Милов, и мы продолжаем наш сериал про альянс НАТО. Вся правда о НАТО, которую вам не расскажут по российскому телевидению. И вот сегодня мы как раз поговорим об истории наших взаимоотношений с Североатлантическим альянсом. История эта была непростая, но состоит она далеко не только из повести о трудностях и конфронтации. В следующем году альянсу НАТО исполняется 75 лет с момента его создания. И за это время у нас было много моментов и много периодов, когда Россия и НАТО были партнерами, конструктивно сотрудничали. Даже несмотря на то, что находились в противоположных идеологических лагерях, все равно находили в себе силы для компромисса, достижения важнейших международных соглашений и разрядки международной напряженности. Но давайте обо всем по порядку. Часто говорят, что Организация Североатлантического договора была создана в ответ на угрозу, исходившую от Советского Союза. Это верно лишь отчасти. На самом деле создание НАТО преследовало гораздо более широкие цели, в том числе остановить вековую конфронтацию стран европейского континента, примирить между собой извечных соперников Францию и Германию, способствовать европейской политической и экономической интеграции. И это блестяще удалось. В Европе, где веками бушевали жестокие войны, вот уже много десятилетий царит мир. К сожалению, только внутри территорий стран, вошедших в альянс. НАТО выполнило задачу по защите территории своих государств-участников. На их территории не было войн. 4 апреля 1949 года в Вашингтоне был подписан Североатлантический договор, участниками которого поначалу стали 12 стран. Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Дания, Норвегия, Исландия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Португалия. В 1952 году к альянсу присоединились Греция и Турция, а в 1955 – Западная Германия. Создание коллективного оборонительного альянса выглядело настолько привлекательным, что вы удивитесь, в 1954 году заявку на вступление в Североатлантический альянс подал сам Советский Союз.
Да, не падайте со стула. СССР подал заявку на вступление в НАТО и подписал ее тот самый министр иностранных дел Советского Союза Вячеслав Молотов, который в 1939 году совершил позорную сделку с гитлеровским министром иностранных дел Риббентропом о разделе Европы. История с подачей заявки Советским Союзом на вступление в НАТО очень привлекательна. И на самом деле о ней писали и рассказывали даже путинские государственные СМИ. Вот вы можете найти это все и прочитать. Это все основано на официальных исторических документах. Разумеется, страны Запада заявку СССР на вступление в НАТО отклонили, потому что у них были все основания подозревать, что СССР не хочет по доброй воле быть участником глобального альянса по безопасности, а хочет стать просто таким троянским конем и развалить изнутри союз западных демократических стран. Скорее всего, и сам Советский Союз рассуждал точно так же, и вряд ли можно подозревать там какое-то большое внутреннее благородство. Я лично уверен, что эту заявку на вступление в НАТО СССР подавал в таких как раз подрывных целях, хотя кто знает. Только что умер Сталин, и на самом деле идеи радикального разворота внешней политики, которые обсуждались внутри советского руководства после смерти Сталина, они иногда были такие самые неожиданные. Поэтому вполне может быть, что часть советского руководства вполне искренне хотела присоединиться к Североатлантическому альянсу. Были ли намерения СССР по вступлению в Североатлантический альянс искренними или нет, мы этого не знаем и, скорее всего, никогда не узнаем. Но совершенно точно можно сделать вывод вот из всей этой истории с попыткой СССР подать заявку на вступление в НАТО, что уже тогда советское руководство понимало, что в мире появилось что-то серьезное. Появился оборонный альянс с огромным потенциалом, который в состоянии будет решать задачи по обеспечению безопасности совершенно нового типа. И в итоге так и получилось. Вот за почти уже 3/4 века существования Альянса НАТО он защитил народы, населяющие страны-члены Альянса. На территории НАТО не было войн. Это ровная противоположность тому, что получилось у Советского Союза. В ответ на создание НАТО в 1955 году СССР создал так называемую Организацию Варшавского договора. Альтернативу, противовес Североатлантическому альянсу, куда вошли подконтрольные СССР страны бывшего коммунистического блока. И вот с чего начал Варшавский договор? Это с того, что начал нападать на свои страны-члены. Нападать друг на друга. Это была полная противоположность тому, как функционировал Североатлантический альянс НАТО. Советский Союз создал противовес альянсу НАТО Организацию Варшавского договора в 1955 году после провала попытки вступить в НАТО и в ответ на прием в члены НАТО Западной Германии. Туда, в организацию Варшавского договора, вошли подконтрольные СССР марионеточные коммунистические правительства Восточной Европы, но дела с Восточным блоком сразу не заладились. Первое же, что сделал Варшавский договор, всего лишь на второй год своего существования напал на одно из своих членов-учредителей в Венгрию. В 1960-е годы эту организацию формально или фактически покинули Албания и Румыния. Ну и вот в 1956 году, во время венгерского антикоммунистического восстания, из блока временно выходила Венгрия. Дела сразу пошли в разнос. В отличие от НАТО, чьей целью было обеспечение безопасности стран-участниц на принципе взаимного уважения и договорных обязательств, Варшавский договор фактически был чем-то совсем другим. Был инструментом подавления и контроля восточноевропейских народов со стороны Советского Союза. Дважды в истории организации Варшавского договора она нападала на свои собственные страны-участницы для подавления народных антикоммунистических восстаний. В 1956 году это была Венгрия, а в 1968 – Чехословакия. Если в 1956 году СССР вторгся в Венгрию самостоятельно, хотя и с уведомлением своих как бы партнеров по Варшавскому договору,
то вторжение 1968 года в Чехословакию было уже официальной совместной операцией Организации Варшавского договора против одной из своих стран-участниц. В отличие от НАТО, Варшавский договор таким образом проявил себя как карательная структура против непокорных народов, входивших в эту организацию. Альянс НАТО вел себя совершенно иначе в отношении своих стран-членов. Страны Западной Европы впервые почувствовали мощное трансатлантическое плечо и защиту от возможной угрозы с Востока. Начиная с 1948 года западноевропейские государства получили более 13 миллиардов долларов или 173 миллиарда долларов в нынешних деньгах на восстановление своей экономики от послевоенной разрухи по широко известному плану Маршалла. В 1948-1949 годах западные союзники организовали беспрецедентную операцию «Берлинский воздушный мост» – «Berlin Airlift» по доставке продовольствия и других гражданских грузов в Западный Берлин, отрезанный от мира советской блокадой. В 1951 году странами Западной Европы был учрежден Союз угля и стали, положивший основу европейскому общему рынку и будущему Европейскому Союзу. Удалось стратегически примирить Францию и Германию, чье соперничество на европейском континенте вело к разрушительным войнам в предыдущие десятилетия и столетия. Успешные экономические реформы Конрада Аденауэра и Людвига Эрхарда в Германии положили начало немецкому экономическому чуду – бурному росту экономики Западной Германии при поддержке Соединенных Штатов и их союзников, которая продемонстрировала очевидное преимущество перед планово-распределительной коммунистической советской системой. Смотрите, к концу 50-х, началу 60-х годов различия между двумя системами стали уже абсолютно очевидными. Если территория Альянса НАТО была территорией мира, свободы, демократии, солидарности и взаимопомощи, то организация Варшавского договора, основанная Советским Союзом, была основана на подавлении. НАТО предоставила западноевропейским странам помощь по плану Маршалла, помогала жителям Западного Берлина во время советской блокады вот тот самый Берлинский авиамост. Был создан Союз угля и стали, прототип последующей демократической единой Европы, Европейского Союза. Были успешные реформы Эрхарда в Западной Германии, которые дали свободу частного предпринимательства и обеспечили невиданный для Восточного блока высокий уровень жизни в Западной Европе. В это время на востоке Европы творились совсем другие вещи. Советский Союз основал организацию Варшавского договора в 1955 году и уже на следующий год напал на одного из его членов – коммунистическую Венгрию, которая начала что-то там выступать против советской политики. Был расстрелян еще вчерашний друг и товарищ, лидер венгерских коммунистов Имре Надь. В 1968 году организация Варшавского договора уже коллективными усилиями вторглась в Чехословакию, где пошли точно такие же процессы. Люди восстали против коммунистической диктатуры. Это восстание было жестоко подавлено совместной операцией участников Варшавского договора. Чехословакия и Венгрия были не единственными историями. Незадолго до учреждения организации Варшавского договора советские войска участвовали в жестоком подавлении антикоммунистического восстания в Восточной Германии, так называемой Германской Демократической Республики. Погибли тогда сотни человек. А в 1981 году вполне реальной была угроза советского военного вторжения в Польшу.
где точно так же вспыхнули очередные крупные антикоммунистические протесты, и советское руководство всерьез рассматривало возможность военной интервенции для их подавления. В частности, на военную базу Борне-Сулиново в северо-западной Польше были переброшены значительные подразделения советских войск и сотни танков. Интервенция в Польшу в итоге не состоялась. Одна из версий – это то, что Советский Союз в этот момент уже завяз в кровавой войне в Афганистане, и вести одновременно две войны и на Европейском, и на Азиатском фронте ему было несподручно. Но посмотрите, вот какая картина получается. Всего лишь меньше, чем за 30 лет. 4 интервенции за подавлением антикоммунистических протестов. ГДР, Венгрия, Чехословакия, Польша. В Польше в итоге марионеточным коммунистическим режимом было введено военное положение против собственного народа. Вот такой Варшавский договор. Сплошные нападения на собственных стран-членов. Представить себе что-то подобное внутри альянса НАТО не позволяет даже самое богатое воображение. Ну и самой яркой и впечатляющей страницей вот этого противостояния двух систем, конечно же, была ситуация вокруг Западного Берлина. Островка свободы, окруженного коммунистическим концлагерем, который постоянно подвергался давлению, блокаде и угрозам со стороны коммунистического режима, и союзники по альянсу НАТО пришли на помощь. Западный Берлин был образован из американского, британского и французского оккупационных секторов в Берлине и отказался подчиняться советским попыткам включить его в периметр марионеточной Германской Демократической Республики ГДР. В 1948-1949 годах западные союзники организовали Берлинский воздушный мост для снабжения Западного Берлина в условиях советской блокады. Позже блокада была снята, но возникла новая проблема. Благодаря успешным реформам в Западной Германии уровень жизни в Западном Берлине настолько вырос, что жители коммунистической части Берлина, Восточного Берлина, начали туда массово бежать. Это было самым очевидным позором для социалистической системы. Для предотвращения бегства власти ГДР и Советского Союза в 1961 году приняли решение возвести стену между Западным и Восточным Берлином. Эта стена стала символом холодной войны, а ее падение в 1989 году – главным символом краха коммунизма и тоталитаризма. Тем не менее, стену построили, но люди все равно продолжали бежать из коммунистического концлагеря. Для предотвращения бегства власти коммунистической ГДР проводили так называемую политику «Schießbefehl» – открытой стрельбы по тем, кто пытался бежать. Погибли сотни человек, собственных граждан коммунистической Восточной Германии. Когда вы бываете в Берлине, возле Бранденбургских ворот, вы можете увидеть трагический мемориал погибшим, расстрелянным восточно-германскими солдатами и сотрудниками спецслужб. Президент Соединенных Штатов Америки Джон Кеннеди лучше всего описал этот контраст между двумя системами в своей исторической речи в Берлине в июне 1963 года. Свобода сопряжена со многими трудностями, а демократия несовершенна. Но нам никогда не приходилось возводить стену, чтобы удержать наших людей внутри, чтобы они не покинули нас. Freedom has many difficulties, and democracy is not perfect. But we have never had to put a wall up to keep our people in, to prevent them from leaving us. Кстати, важная аналогия с сегодняшней путинской демагогией о якобы борьбе с неким нацизмом. Берлинская стена в ГДР официально называлась руководством Восточной Германии «антифашистische Schutzwall» – «антифашистская стена». Представляете, какое издевательство в оруэлловском стиле? Под лозунгами якобы борьбы с фашизмом
цинично расстреливали собственных граждан, бежавших к лучшей жизни из коммунистического концлагеря. А в это время страны Альянса НАТО мобилизовали все возможные усилия для поддержки жителей Западного Берлина, оказавшихся в коммунистическом окружении и блокаде. Вообще, история Берлинской стены полна невероятного символизма. Я лично помню, как за месяц до падения Берлинской стены в октябре 1989 года в Восточном Берлине состоялся помпезный парад в честь 40-летия Германской Демократической Республики. Тогда восточно-германский режим во главе с диктатором Эрихом Хонекером казался абсолютно незыблемым. Он рухнул всего через месяц. С советской стороны Берлинской стены маршировали солдаты, стрелявшие в собственных граждан, а с противоположной стороны выступали Дэвид Боуи и президент США Рональд Рейган, призвавший в своей знаменитой речи демонтировать Берлинскую стену в обращении к советскому лидеру Горбачеву. Эта его речь вошла в историю, как и знаменитое выступление Кеннеди «Я берлинец». Мягкая сила свободного мира победила тоталитарную жестокость. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Behind me stands a wall that encircles the free sectors of this city, part of a vast system of barriers that divides the entire continent of Europe. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. История 40 лет противостояния Альянса НАТО и коммунистической системы – это очень впечатляющая история победы мягкой силы свободного мира, притягательного образа жизни над тоталитарным коммунистическим концлагерем, над культом послушания и дисциплины. Но здесь еще важно вот что. За несколько десятилетий противостояния между Альянсом НАТО и Советским Союзом стороны прошли через целый ряд очень-очень серьезных кризисов в области безопасности. Это была и Корейская война, это был и Карибский кризис с ядерными ракетами в 1962 году. Это было и советское вторжение сначала в Чехословакию, потом в Афганистан. Это был кризис, связанный с тем, что Советский Союз сбил в 1983 году южнокорейский пассажирский «Боинг». Но, тем не менее, несмотря на всю серию этих обострений, во-первых, они так ни разу и не кончились прямым военным конфликтом, а во-вторых, если посмотреть на длинную перспективу, то отношения Советского Союза и НАТО всегда дрейфовали в сторону умеренности, нормальности и разрядки. Кстати говоря, скорее всего, вот этого долгого мира, хотя и напряженного мира, холодного мира между Советским Союзом и Западом, может быть, не удалось бы достичь,
если бы страны Запада не создали единый оборонный альянс и проводили бы какие-то свои собственные политики в сфере безопасности. Поэтому можно смело утверждать, что то, что между СССР и Западом за времена Холодной войны не случилось прямого и непосредственного конфликта, это вот прямое следствие того, что в 1949 году страны Запада объединились в единый оборонительный альянс. Но, кстати говоря, вот интересная история состоит в том, что с кем у нашей страны и была военная конфронтация вот в эти последние десятилетия существования СССР, это как раз с Китаем, которого вам сегодня подают по российскому телевидению как лучшего друга, товарища и брата нашей страны на веки веков. Но на самом деле, вот если говорить о военной конфронтации между нашей страной и какими-то другими крупными государствами, то последняя такая конфронтация была как раз с Китаем в 1969 году вокруг острова Даманский и в целом вот этого пограничного диспута вокруг островов на Амуре. Конфликт был достаточно кровавым, было много погибших. По итогам остров Даманский отошел к Китаю. И, кстати говоря, вот у, как Путин говорит, великого друга и союзника России сейчас на этом острове Даманский расположен музей военной победы над нашей страной, где они вот очень гордятся тем, что отвоевали у нас территорию. И, кстати говоря, в этот музей россиянам вход воспрещен. Ну а в отличие от Китая, у стран НАТО не было прямой конфронтации с Советским Союзом, конфронтации военной. И хотя периодически случались кризисы и трясло, но, тем не менее, вот начиная с 1960-х и 70-х годов наступил очень продолжительный период разрядки в отношениях заключения важнейших международных соглашений в области контроля над вооружениями. И в итоге в конце 80-х годов это все привело к глобальному примирению между Россией и НАТО. После первоначального периода конфронтации наступил период разрядки в отношениях Советского Союза со странами Запада. Наиболее очевидными проявлениями разрядки была серия встреч на высшем уровне между советскими и американскими лидерами и договоры, ставшие результатом этих встреч. В начале 60-х, еще до наступления полномасштабной разрядки, был подписан договор о частичном запрещении ядерных испытаний 5 августа 1963 года. Позже, в том же десятилетии, договор по космосу от января 1967 года, запретивший размещение и использование оружия массового поражения в космосе, и договор о нераспространении ядерного оружия от июля 1968 года. После избрания президента Соединенных Штатов Ричарда Никсона в 1969 году были начаты переговоры об ограничении стратегических вооружений, что в конечном итоге привело к подписанию договора об ограничении стратегических вооружений ОСВ-1 в 1972 году. В том же 1972 году были заключены Конвенция о биологическом оружии и договор о противоракетной обороне. В 1975 году все страны НАТО и Варшавского договора подписали знаменитые Хельсинские соглашения. Официально они назывались «Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе», которые закрепили послевоенный мир в Европе и положили конец попыткам передела континента. Западная и Восточная Германия тогда впервые официально признали друг друга. Хотя многие положения Хельсинских соглашений так и остались на бумаге, к сожалению, например, о соблюдении прав человека в странах коммунистического блока, тем не менее, эти соглашения были важным шагом на пути к долгосрочному примирению на европейском континенте. В июне 1979 года в Вене советским генсеком Леонидом Брежневым и президентом США Джимми Картером был подписан договор ОСВ-2 об ограничении стратегических вооружений. Хотя он так и не был ратифицирован американским Сенатом из-за советского вторжения в Афганистан, которое последовало вскоре вслед за этим, тем не менее, стороны по факту соблюдали условия договора.
За периодом разрядки в начале 80-х годов последовало обострение отношений и конфронтация. Советский Союз вторгся в Афганистан. Это вторжение осудили все страны Запада. Против СССР были введены санкции. Было взаимное размещение ядерных ракет средней дальности в Европе. С советской стороны это были СС-20, а с американской Першинг-2. Потом, в 1983 году, когда Советский Союз сбил южнокорейский пассажирский «Боинг» над Тихим океаном, конфронтация достигла пика. Но обе стороны искали выхода из этих противоречий и этого противостояния. Советское руководство прекрасно понимало, что длительной конфронтации с Западом им не выдержать, и они начали делегировать на Запад своих эмиссаров, которые прощупывали почву для нормализации отношений. Вот в итоге таким эмиссаром стал Михаил Горбачев, который в начале 80-х годов занимал пост члена Политбюро ЦК КПСС и председателя комиссии по международным делам Совета Союза Верховного Совета СССР. Сначала он съездил в Канаду в 1983 году и провел там переговоры с премьер-министром Пьером Трюдо. А в 1984 в декабре, буквально за несколько месяцев до того, как Горбачев стал генсеком, он поехал в Великобританию по приглашению Маргарет Тэтчер. Вот этот его знаменитый визит определил очень многое. В этом визите Горбачева в Великобританию проявилось то, что обе стороны искали выхода из периода напряженности. Советское руководство явно послало на Запад эмиссара, который мог договориться о мире, разрядке, разоружении. Ну и Маргарет Тэтчер, конечно, очень сильно угадала с Горбачевым. На самом деле, как потом выяснилось, она проводила такой профайлинг российских лидеров, пыталась определить из них наименее упертого и наиболее договороспособного, с кем можно было подписать договор о мире, разрядке и сокращении вооружений. Как говорила Тэтчер, встретившись с Горбачевым, она поняла, что они могут хорошо сотрудничать. We can do business with him. I like Mr. Gorbachev. We can do business together. We both believe in our own political systems. He firmly believes in his. I firmly believe in mine. We're never going to change one another. So that is not in doubt. But we have two great interests in common. That we should both do everything we can to see that war never starts again. And therefore we go into the disarmament talks determined to make them succeed. Вот хотя позже стали говорить о том, что Михаил Горбачев вероломно продал интересы Советского Союза Западу, но я хотел бы, чтобы вы понимали, что в тот момент запрос на нормализацию отношений со странами Запада, странами НАТО был огромный. И в советском обществе, и даже в советской партноменклатуре. Вот этот новый курс Горбачева на разрядку, разоружение и сближение отношений, он очень широко поддерживался. Я это время очень хорошо помню. Это была совершеннейшая фантастика. Еще вчера нам по телевизору показывали фильмы про ужасы ядерной войны и рассказывали в школах о том, где найти ближайшие бомбоубежища на случай ядерного противостояния с НАТО. А уже сегодня в Москву приехал президент Соединенных Штатов Рональд Рейган, и они вместе с генеральным секретарем Горбачевым ходили по городу, мило общались с советскими людьми, шутили с детьми, обсуждали студенческие обмены. Ну и, конечно, разрядку, разоружение и взаимное сотрудничество. Поверьте, такие времена были, и они могут еще вернуться вновь. Есть понимание в обеих странах необходимости нормализации, улучшения отношений. Как мы говорим с президентом, Советский Союз, Соединенные Штаты Америки просто обречены на то, чтобы думать об улучшении отношений. Нельзя вести дело к тому, чтобы обострять. Пусть президент подтвердит, что он такого же мнения. Yes, we share that view. We want friendship between our two peoples. Мы разделяем это мнение. Мы хотим дружбу между нашими двумя народами. Откуда вы?
Okay, well, I understand. Кто экскурсовод? Okay. А вы I won't move. Well, I understand. А все остальные? Москвичи? This is a group of people from Moscow and from one of the towns near Moscow. Ну, давайте поприветствуем президента в столице. President of the United States. The General Secretary and I have one idea in common, and that is that there must be friendship between our two countries. Вы очень смелый, вы очень прочно передаете большое обществу. Я хочу сказать вообще, что господин генеральный секретарь и я согласны в том, что должна быть... Just hold it, please. Ну что ж, я могу только вот к этой части присоединиться, что сказал президент. И мне думается, то, что в последние годы происходит между нашими странами, это отвечает настроениям наших народов. Я так думаю. Это так, да? Всегда женщины всегда активнее, но и мужчины. While they are young and they have this is a young person. Очень хотел посмотреть дедушку Рейгана и дедушку Горбачева. А как тебя зовут? Как зовут? Алеша Филат. Ты узнаешь президента Рейгана? Do you recognize President Reagan? А ну пожми руку, пожми руку, поздоровайся. Михаил Сергеевич. Леша, Михаил Сергеевич, где Михаил Сергеевич? Резкое потепление отношений между Советским Союзом и Западом привело к быстрому достижению договоренностей о снижении международной напряженности и сокращении вооружений. Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Мы вам о нем подробно рассказывали. И это вот как раз тот самый документ, из-за которого не может быть размещено никаких ракет вблизи российских границ. Эти ракеты были ликвидированы в результате договоренности Рейгана и Горбачева. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. В соответствии с этими договорами было уничтожено большое число стратегических вооружений, например, знаменитые ракеты «Першинг-2», которыми в 80-е годы советское телевидение пугало своих зрителей. К 1991 году они были уничтожены полностью. У США не осталось ракет средней дальности, которые можно было бы разместить против России где угодно, в Украине или где бы то ни было еще. Вместе с этими изменениями и историческими соглашениями о разрядке и разоружении пришла и эпоха потепления в отношениях между СССР и НАТО. 19 декабря 1989 года советский министр иностранных дел Эдуард Шеварднадзе впервые посетил штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Затем последовали интенсивные переговоры между военачальниками Советского Союза и НАТО о разоружении и снижении напряженности. Это выглядит довольно иронично, когда смотришь кадры, снятые незадолго до этого, как Леонид Брежнев вручает государственные награды Михаилу Горбачеву и Эдуарду Шеварднадзе, который тогда возглавлял ЦК Компартии Грузии. Буквально через несколько лет вот эти вот самые люди демонтируют создавшуюся десятилетиями систему противостояния Советского Союза с Западом. В июне 1990 года саммит министров иностранных дел НАТО, помимо обычного традиционного коммюнике, принял еще один документ – беспрецедентное специальное обращение к Советскому Союзу и другим странам Европы. Так называемое послание из Тернбери. Это по имени шотландского замка Тернбери, где проходил саммит. НАТО предложило Советскому Союзу дружбу и сотрудничество с целью помочь построить новый мирный порядок в Европе, основанный на свободе, справедливости и демократии. Вот выдержки из этого послания. Мы, министры иностранных дел Североатлантического Союза, выражаем нашу решимость воспользоваться историческими возможностями, возникшими в результате глубоких изменений в Европе, чтобы помочь построить новый мирный порядок в Европе, основанный на свободе, справедливости и демократии.
В этом духе мы протягиваем Советскому Союзу и всем другим европейским странам руку дружбы и сотрудничества. Настоящая и прочная безопасность в Европе лучше всего обеспечивается за счет взаимного признания и понимания законных интересов безопасности всех государств. Мы готовы активно способствовать укреплению доверия и более тесных отношений между всеми европейскими странами, включая членов двух альянсов. Мы приветствуем заявление членов Организации Варшавского договора, сделанное в Москве 7 июня 1990 года. Нас обнадеживает позитивный настрой, выраженный в этой декларации, и в особенности готовность стран, ее опубликовавших, к конструктивному сотрудничеству. Кстати, в российской Википедии даже нет статьи про послание из Тернбери, как и в целом в русскоязычных источниках. Можете погуглить сами. Информация о доброй воле и протянутой руке сотрудничества со стороны НАТО сегодня тщательно вымарывается из русскоязычного пространства, как будто ничего и не было. Но мы здесь, на нашем канале, рассказываем вам обо всем этом правду. В июле 1990 года на саммите НАТО в Лондоне под председательством Маргарет Тэтчер страны НАТО приняли так называемую Лондонскую декларацию, где в частности говорилось: Европа вступила в новую, многообещающую эру. Центральная и Восточная Европа освобождается. Советский Союз вступил на долгий путь к свободному обществу. Стены, которые когда-то ограничивали людей и идеи, рушатся. Европейцы сами определяют свою судьбу. Они выбирают свободу. Они выбирают экономическую свободу. Они выбирают мир. Они выбирают Европу целостную и свободную. Государства, члены Североатлантического союза, предлагают государствам-членам Организации Варшавского договора совместную декларацию, в которой мы торжественно заявляем, что мы больше не являемся противниками и подтверждаем свое намерение воздерживаться от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Руководствуясь этим духом и отражая изменяющуюся политическую роль Североатлантического союза, сегодня мы приглашаем президента Горбачева от имени Советского Союза и представителей других стран Центральной и Восточной Европы приехать в Брюссель и выступить перед Североатлантическим советом. Наш Североатлантический союз внесет свой вклад в преодоление наследия десятилетий подозрительности. Мы готовы к активизации военных контактов, в том числе и военных командных членов НАТО с Москвой и другими столицами Центральной и Восточной Европы. Мы приветствуем приглашение генерального секретаря НАТО Манфреда Вернера посетить Москву и встретиться с советскими лидерами. Первый в истории визит генерального секретаря НАТО в нашу страну, в Москву, состоялся в июле 1990 года. Манфред Вернер приехал в Москву сразу после лондонского саммита НАТО. И вот с кадров этого визита мы, собственно, и начали наш сегодняшний выпуск. Я это время очень-очень хорошо помню. Мне как раз только что тогда исполнилось 18 лет, и мне и моим сверстникам казалось, что это все какая-то невозможная сказка. Годы конфронтации и военного противостояния закончились. Теперь в Европе будет царить мир. Наша страна начинает эру дружеских, нормальных человеческих отношений с демократическими странами Запада. Лидеры стран Запада, и в том числе генеральный секретарь НАТО, приезжают в Москву, говорят в адрес жителей нашей страны самые теплые слова, протягивают нам руку дружбы и сотрудничества, и к прежней конфронтации мы больше не вернемся никогда. Вот тогда нам хотелось так думать, и для этого были все возможности. Это были совершенно потрясающие времена. When I took office as Secretary General of the North Atlantic Alliance, I could not even receive the ambassador of any of the countries of Central and Eastern Europe in our headquarters. Our states were adversaries, even if our peoples did not have this feeling of animosity. 3.5 years later, here we are, sitting around the same table,
celebrating the inaugural meeting of the North Atlantic Cooperation Council. If ever history witnessed a profound turnaround, this is such a unique moment. A moment not only of high symbolic, but also of eminent practical value. Europe will not be the same after our meeting today. 12 сентября 1990 года в Москве был подписан поистине исторический договор об объединении Германии, договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, или его еще называют договор 2+4. С территории Германии выводилась большая часть иностранных войск, дислоцированных там со времен Второй мировой войны. Численность американских войск в Германии уменьшилась с порядка 300 тысяч на пике в 1980-е годы до около 60 тысяч сегодня. Это вот если вам будут рассказывать, что расширение НАТО якобы создало угрозы для безопасности России, так вот знайте, что после разрядки 80-х годов численность американских войск в Германии сократилась в 5 раз. Кстати говоря, фраза «ни дюйма на восток» про расширение НАТО касалась не размещения войск и ударных сил НАТО, в том числе ядерного оружия и ракет, на территории бывшей ГДР. Это было зафиксировано договором 2+4 и, внимание, неукоснительно соблюдается по сей день. Когда говорят фразу «ни дюйма на восток», имелось-то в виду вот именно это, что на территории бывшей ГДР никаких ударных группировок, ядерного оружия и ракет размещаться не будет. И в итоге это условие неукоснительно соблюдается все эти годы. 19 ноября 1990 года в Париже представителями 16 государств, участников НАТО, и 6 государств-участников Организации Варшавского договора был подписан договор об обычных вооруженных силах в Европе. Его знают под аббревиатурой ДАВСЕ. В основе ДАВСЕ лежала система количественных ограничений на 5 основных категорий обычных вооружений и техники: боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерию, ударные вертолеты и боевые самолеты. Договор об обычных вооруженных силах в Европе действовал до июля 2007 года, когда президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении его действия, и в мае 2023 года, вот уже совсем недавно, Россия и вовсе денонсировала договор об обычных вооруженных силах в Европе. Но это все будет позже. А пока на том же Парижском саммите ноября 1990 года с участием всех стран-членов НАТО и Организации Варшавского договора была принята Парижская хартия для новой Европы, констатировавшая, что эра конфронтации и раскола Европы закончилась, и отныне наши отношения будут основываться на взаимном уважении и сотрудничестве. 1 июля 1991 года Организация Варшавского договора была официально распущена на саммите в Праге. И Североатлантический альянс остался единственным альянсом в области безопасности на территории Европы. Казалось бы, НАТО победило в холодной войне. Его главный военный соперник, Восточный блок, Организация Варшавского договора, ликвидирована, распущена. Сегодня российская пропаганда преподносит эти события как вот такое единоличное торжество победителей в холодной войне, что будто бы страны НАТО тогда чуть ли не издевались над нашей страной и топтали ее ногами. Но я очень хорошо помню, как все происходило на самом деле. В 1992 году мне исполнилось 20 лет, и я помню первую операцию, которую страны НАТО проводили на территории бывших советских республик. Эта операция называлась «Provide Hope» – «Предоставить надежду». Тогда, после краха советской экономики, людям не хватало элементарной еды, лекарств.
полки магазинов были пустые. И вот военными самолетами стран НАТО, прежде всего Соединенных Штатов Америки, в страны бывшего Советского Союза, в основном и прежде всего в Россию, было доставлено почти 25 тысяч тонн гуманитарных грузов. Продовольствие, медикаменты, так необходимые людям. Ну вот после этого получил распространение такой известный мем про ножки Буша – это куриные окорочка. Вот один из самых главных продуктов, которые американцы тогда возили в Россию. Знаете, это после прошествия всех этих лет может слышаться забавно. А тогда нам всего этого очень не хватало. И американская курятина серьезно восполняла дефицит продуктов, который образовался после полного краха советской экономики. Кстати, пересмотрите наши передачи об этом в цикле про последние годы Советского Союза. Ручеек продовольственной помощи продолжает бежать в Россию. Сегодня самолет ВВС Канады привез сухое молоко. Часть его будет продана, а часть передана малоимущим. В Москву прилетел также самолет с продовольствием и медикаментами из Италии и Дании. 7 тонн грузов доставлены в рамках гуманитарной помощи европейского сообщества. Вот видите, вам российское телевидение все время рассказывает, что альянс НАТО якобы преследует своей целью нашу страну как-то покорить и завоевать. Был такой вроде бы для этого подходящий момент. Страна развалилась, лежит в руинах. Экономика не работает. Армия нищая, магазины пустые. Хочешь, бери голыми руками. Что делали страны альянса НАТО? Они нам в этот момент возили пожрать военными самолетами. И действительно, эта помощь была очень кстати, учитывая плачевное состояние экономики России на тот момент. После распада Восточного блока был создан Совет Североатлантического сотрудничества, куда вошли и страны-члены Альянса НАТО, и государства, бывшие участники Организации Варшавского договора. А 22 июня 1994 года Россия официально присоединилась к совместной с Альянсом НАТО программе «Партнерство ради мира», где предполагалось совместное сотрудничество по разным вопросам глобальной безопасности. И хотя отношения новой России и Альянса НАТО не обошлись без разных проблем и противоречий, тем не менее в 90-е годы и в начале 2000-х конструктивное сотрудничество было и шло довольно успешно. Россия поддерживала усилия международного сообщества, резолюции Организации Объединенных Наций и усилия стран НАТО по прекращению кровавых войн на территории бывшей Югославии. Россия поддерживала ООНовские резолюции по войне в Хорватии, кровавой войне в Боснии. И вот Россия была одним из участников и гарантов Дейтонского мирного соглашения, которое положило конец кровавому геноциду в Боснии. Вы много наверняка слышали про истории с резней в Сребренице, осадой Сараева. Всему этому положил конец Дейтонский мир, и Россия тогда была активным участником этого процесса. Вот наш бывший премьер-министр Виктор Черномырдин среди участников подписания Дейтонского мирного соглашения и по Боснии. Мы рассказывали вам подробно о роли Альянса НАТО в прекращении кровавых конфликтов и войн на территории бывшей Югославии. Посмотрите, если вы еще этого не видели, но для многих из вас наверняка будет удивительным узнать, что Россия в том числе поддерживала и резолюции Организации Объединенных Наций, осуждавшие геноцид косоваров со стороны югославского режима Милошевича, которые в том числе стали основанием для последующего вмешательства НАТО, которое и остановило этот геноцид, и остановило Косовскую войну. Вот, например, резолюция Совбеза ООН 1199 от сентября 1998 года, которая прямо обвиняет Милошевича, сербов и югославскую армию в геноциде населения Косово.
Россия голосовала «за». 27 мая 1997 года в Париже с участием президента России Бориса Ельцина и лидеров стран-участников Альянса НАТО был подписан основополагающий акт России-НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности, который официально констатировал, что холодная война окончена, и Россия и НАТО больше не считают друг друга соперниками, а наоборот намерены поддерживать широкую программу сотрудничества. И, внимание, вот вам говорят о том, что НАТО что-то там нам якобы обещало, не расширяться, потом все нарушило. Но вот этот самый основополагающий акт 1997 года содержит одно очень важное положение о том, что Альянс НАТО берет на себя обязательство не размещать ядерное оружие на территории новых стран-членов Альянса, которые присоединились к нему после окончания Холодной войны. И это условие неукоснительно соблюдается, что бы вам ни говорили по российскому телевидению. После подписания основополагающего акта Россия-НАТО в 1997 году произошел такой не очень продолжительный, к сожалению, но конструктивный период сотрудничества и взаимодействия по вопросам глобальной безопасности. Добрый день. Мистер Робинсон. Рад приветствовать вас в Москве. I see that. Спасибо большое. It's a very good and useful meeting, and I was very pleased to get the Russian proposals on missile defense here this morning. We will be discussing these matters at a briefing that the Russians will be giving in Brussels at a very early date. Возможности предоставили встретиться с нами. И о путях развития взаимоотношений между Российской Федерацией и НАТО. I must say that the discussion was very frank and very concrete. We discussed the developments in different regions of the world and also the development of relations in the partnership and intercourse between NATO and Russia. У нас накоплен хороший опыт сотрудничества. We've accumulated a wealth of experience. И я полагаю, что мы могли бы подумать о развитии отношений как минимум по двум направлениям. And I think that we could explore the possibility, opportunity to pursue our relationship at least in two directions. Это в кооперации в чисто политической сфере и в расширении нашего сотрудничества в борьбе с терроризмом. This includes our cooperation in a purely political area and the enhancement of our cooperation in the fight against international terrorism. Господин генеральный секретарь не упомянул об этом, но думаю, что большого секрета я не выдам. А если скажу, что господин генеральный секретарь выступил с инициативой создать рабочий орган, который бы рассмотрел возможность расширения, углубления и изменения качественных отношений между Россией и НАТО. And Secretary General didn't mention it, but I don't think that I would divulge any secrets here by mentioning that the Secretary General of NATO proposed setting up a special working body to examine the different dimensions, including political, operational, and others, of the qualitative changes of the relationship between Russia and NATO. Я нахожу, что это очень хорошее предложение, деловое. Разумеется, мы его поддержим. Мы благодарны за эту инициативу. Кульминацией этого сближения стало участие России в международной антитеррористической коалиции и подписание так называемой Римской декларации отношения России и НАТО «Новое качество» 28 мая 2002 года, когда
Владимир Путин приехал в Рим, встретился с главами всех государств, участников Альянса НАТО на тот момент. Вот подписал эту Римскую декларацию о вечной дружбе и сотрудничестве и рассказывал всем о том, как мы теперь вместе будем строить единое пространство безопасности от Ванкувера до Владивостока. Мы об этом здесь сделали отдельную передачу, наш первый выпуск в цикле об Альянсе НАТО, и давали очень много цитат из Владимира Путина, которые абсолютно противоречат вот его сегодняшнему прочтению истории отношений России и НАТО. На самом деле построить нормальные, конструктивные отношения между Россией и НАТО было абсолютно возможно и необходимо. Помешала этому только агрессивная политика Владимира Путина, который захотел нападать на соседние страны с целью подчинить их себе. Ну и, кстати говоря, вот очень интересный момент состоит в том, что тогда российское общественное мнение вот это сближение с НАТО очень сильно поддерживало. Да, против вступления России в альянс НАТО выступало несколько больше, 47%, но, тем не менее, 35% сторонников подачи заявки на вступление России в НАТО – это очень много. Это, например, гораздо больше, чем процент украинцев, которые поддерживали вступление Украины в НАТО на момент вот того самого Бухарестского саммита 2008 года, о котором мы вам рассказывали в прошлых наших выпусках. Тогда это было типа 15-20%, а в России 35%. Поэтому вот когда вам рассказывают, что Россия и НАТО там всегда были враги, у нас в России какое-то такое имперское население, которое всегда видело в НАТО только врага, нет. Было относительно недавно, чуть больше 20 лет назад, было время, когда значительная часть россиян вообще хотела в НАТО вступить, но и относилась к альянсу только положительно. Позже все эти плоды конструктивного сотрудничества были в инициативном порядке уничтожены Путиным и его пропагандой и растоптаны. НАТО превратилось в главный жупел и пугало на российском телевидении, но, что важно, при этом Североатлантический альянс продолжал решать очень много важнейших задач в области международной безопасности, которые в том числе были выгодны и России, поддерживались Россией. И вот у нас сложилась такая шизофреническая система противоречий, когда с одной стороны по телевизору НАТО ругают последними словами, с другой стороны то, что на самом деле НАТО практически делает для обеспечения международной безопасности, Россия и путинское руководство поддерживало. И это делалось все совершенно открыто. Например, в 2001 году в бывшей Югославской республике Македония, сейчас она называется Северная Македония, начались интенсивные межэтнические столкновения между македонцами и албанцами. 20 июня 2001 года президент Республики Македония Борис Трайковский официально обратился в НАТО с просьбой о помощи в разоружении боевиков. НАТО тогда запустила операцию Essential Harvest – ценный урожай. У боевиков были изъяты 1000 единиц оружия, конфликт был прекращен. В августе 2001 года Владимир Путин на встрече с Борисом Трайковским признал, что разоружение боевиков в Македонии – это необходимая задача. Изъятие оружия у террористов на Балканах, в Косово и в некоторых районах Македонии – это проблема, которая давно перезрела, которую давно нужно решать. Поэтому мы поддерживаем усилия международного сообщества по решению этого вопроса. Ну, про операцию НАТО в Афганистане против талибов мы вам уже рассказывали, но имеет смысл вкратце повторить позитивные оценки действий НАТО в Афганистане со стороны Путина и Лаврова. Я напомню, что хотя вам сегодня по телевизору в России рассказывают совсем другое, операция НАТО в Афганистане была санкционирована международным сообществом, Советом Безопасности ООН. Россия голосовала за и всячески это поддерживала. И даже предоставила силам НАТО свою территорию для осуществления транзита грузов, в том числе военных. Был создан транзитный центр НАТО в Ульяновске. Таким образом, российское руководство операцию НАТО в Афганистане поддерживало в течение многих лет. В некоторых случаях НАТО действительно играет роль такого стабилизатора в мировых делах.
в ряде случаев играет такую стабилизирующую роль. Вот, например, в Афганистане НАТО действует в соответствии с мандатом Организации Объединенных Наций. И я хочу обратиться к вам, ко всем здесь присутствующим, вне зависимости от политической ориентации. Мы с вами понимаем, что происходит в Афганистане, ведь правда? Мы с вами заинтересованы в том, чтобы ситуация там была под контролем. Так? И мы с вами не хотим, чтобы наши солдаты воевали на таджикско-афганской границе. Не хотим. Ну, там западное сообщество и НАТО присутствует. Дай им Бог здоровья, пускай работают. И мы с вами приняли решение поддержать транзит, и наземный, и воздушный транзит отдельных стран, и США, и ФРГ, и Франции. Надо им помогать. Вот это моя позиция. Надо помогать им решать проблему стабилизации ситуации в Афганистане. Или нам придется делать это самим. Понимаете, в чем дело? Выбор какой. Что касается НАТО, если мы отдельным странам НАТО уже разрешили транзит, то в чем проблема для самой НАТО? Знаете, нужно очень прагматично подходить к определению того, что нам выгодно. Соответствует это нашим национальным интересам или не соответствует? Нашим национальным интересам соответствует поддержание стабильности в Афганистане. И мы публично говорим об этом. Мы будем вам помогать. Если в Афганистане порядка не будет, на южных границах будет неспокойно. Это очевидный факт. Действующему руководству страны будет очень сложно удержать ситуацию. Там государства НАТО присутствует и эту функцию исполняют. Надо им помочь. Не нам же там опять воевать. Пускай они там сидят и воюют. Мы помогаем той коалиции, которая находится в Афганистане на основе мандата Совета Безопасности ООН, прежде всего, исходя из своих собственных национальных интересов. Эта коалиция получила мандат искоренить в Афганистане угрозу терроризма и наркотрафика. Обе эти угрозы напрямую затрагивают нас и проявляются на территории наших ближайших союзников и на территории, в том числе, Российской Федерации. Поэтому в наших интересах, чтобы эта коалиция достигла успеха. Что касается транзита, то он, прежде всего, рассматривается нами как средство оказать содействие тем, кто взялся обеспечивать искоренение в Афганистане террористическую и наркотическую угрозу. И этот транзит осуществляется на основе межправительственных соглашений, которые подписаны с НАТО как с организацией для доставки не военных грузов, так называемых нелетальных грузов. С целым рядом стран Европы и США у нас есть двусторонние соглашения о поставках военных грузов. Еще одна важная история – борьба с пиратством в Сомали. В конце 2000-х годов пиратство стало ключевой угрозой для безопасности международных торговых путей. Возможно, вы помните голливудский боевик «Капитан Филлипс» с Томом Хэнксом, основанный на реальных воспоминаниях капитана судна «Мейерск Алабама», в апреле 2009 года захваченного в плен сомалийскими пиратами. Для борьбы с сомалийскими пиратами НАТО запланировала и осуществила две операции: Allied Protector – союзный защитник, и Ocean Shield – океанский щит. Все это делалось на основании резолюции Совета Безопасности ООН номер 1816 от 2008 года. Справедливости ради, НАТО было не единственной силой, отправившей свои военные суда в район Африканского рога для борьбы с сомалийскими пиратами, но как раз именно дух международного сотрудничества в решении этой важной проблемы безопасности и был самым важным и необходимым. Вот как резко снизилось пиратство в этом районе, в том числе и в результате действий военных НАТО. У нас часто упрекают НАТО в принятии на себя роли глобального полицейского. А вот что такого плохого, например, в подобных операциях, когда участники Альянса НАТО решают важнейшую международную проблему безопасности, которая в том числе наносила ущерб и России? Даже Сергей Лавров одобрял совместные действия со странами НАТО по борьбе с сомалийскими пиратами. Вот вам, пожалуйста, его ремарки в Нью-Йорке после одного из заседаний ООН. Сейчас в Сомали захвачено большое торговое судно украинское, на котором есть вооружение и так далее, с российским экипажем, насколько я понимаю. Скажите, пожалуйста, какие, может быть,
Что может предложить ООН и международное сообщество в борьбе с таким вызовом современности, как подобное пиратство? Я считаю, что ООН уже сделала первый шаг, приняв резолюцию Совета Безопасности, которая осуждает подобные действия и уполномочивает страны-члены использовать имеющиеся у них возможности для того, чтобы такие акты пресекать. Сейчас вот конкретный пример с судном «Фаина», по-моему, она называется, показывает, что уже государства не хотят мириться с продолжением подобного разбоя и беспредела. Там находятся корабли военно-морских сил Соединенных Штатов, туда направляется корабль военно-морского флота Российской Федерации. Идут туда же 2 фрегата из Малайзии, как я знаю, как мне сказал мой малайзийский коллега. И страны Евросоюза хотели также направить туда свою эскадру для обеспечения безопасности судоходства в этом районе. Думаю, что нужно всем посмотреть, как на практике работает вот уже принятая резолюция. И учитывая отклик на нее достаточно большого числа стран-членов, можно подумать о налаживании какого-то взаимодействия между военно-морскими судами тех государств, которые хотят внести свой вклад в выполнение резолюции Совета Безопасности о пресечении пиратства в районе Африканского рога. Если посмотреть на реальные операции НАТО по всему миру, то Альянс сделал очень много полезного, что на самом деле по большей части одобрялось и Россией. Ну, стоит вспомнить только вот лишь ту самую кровавую войну в Боснии, которая окончилась благодаря вмешательству НАТО, и Россия поддерживала, голосовала за и участвовала в том числе в подготовке и подписании Дейтонских мирных соглашений по Боснии. Россия на самом деле одобрила итоги разрешения косовского конфликта с участием НАТО. Там был такой очень интересный момент, когда Россия голосовала за резолюцию Совбеза ООН 1199 от сентября 1998 года, которая осудила геноцид косоваров со стороны Милошевича и сербов. Потом Россия в 1999 году проголосовала за резолюцию Совбеза 1244, которая установила формат мирного урегулирования в Косово и присутствие там натовского контингента в составе KFOR. То есть фактически вот все до и после вот урегулирования косовского кризиса Россия одобрила, поддержала, только кочевряжилась вот с той самой натовской военной интервенцией, которая в итоге и остановила косовскую войну. Ну и, например, если посмотреть на бывшую Югославию, то видно, что подавляющее большинство ее республик либо уже в НАТО, либо активно с Альянсом сотрудничают. В частности, в НАТО вступили Словения, Хорватия, Черногория и Северная Македония. А Босния и Герцеговина имеет тот самый план действий по членству в НАТО и, вероятно, скоро станет членом Альянса. Сербия в НАТО не собирается, но, как мы вам уже рассказывали, активно с Североатлантическим альянсом сотрудничает, проводит много военных учений. Вот только что провела учение «Платиновый волк-2023». Сербия проводит больше военных учений с НАТО, чем с Россией, с которой вроде как мы неразлучные братья. Ну и в целом надо сказать, что несмотря на всю попытку Путина изобразить бывшие югославские республики какими-то кровными братьями и друзьями России в Европе, в путинской ОДКБ они не стремятся ни одной ногой. Все они хотят сотрудничать с Североатлантическим альянсом, потому что понимают, что вот это есть реальный эффективный оборонительный альянс. Последние 20 лет альянс НАТО активно боролся с плохими парнями по всему миру. Ну вот просто посмотрите, кто были военными соперниками в ходе операции НАТО. Например, талибы в Афганистане. И, кстати, все это делалось тоже по международному мандату при поддержке России. Сомалийские пираты в Индийском океане. Все это тоже делалось при одобрении ООН и поддержке России. Разоружение боевиков на Балканах. Тоже все это делалось с одобрения и при поддержке России. Балканские боевики, талибы, сомалийские пираты – вот это были противники альянса НАТО в последнюю пару десятилетий. А теперь посмотрите, как Путин обнимается с теми же самыми талибами, и задумайтесь, в чем его реальная цель. В безопасности и стабильности, как он говорит, или в чем-то другом.
И вот еще такой важный момент. Я предлагаю вам сравнить между собой два кровавых конфликта, которые разгорались последние 10 с лишним лет на Ближнем Востоке. Один из них – это гражданская война в Ливии. И НАТО вмешалось там в 2011 году, чтобы остановить кровавую бойню и уничтожение восставшего населения Ливии армии Муаммара Каддафи. Россия тогда не возражала, и вот тогдашний президент Дмитрий Медведев публично выступил в защиту этой военной операции. НАТО удалось остановить эту бойню, и общее количество жертв гражданской войны в Ливии на порядке меньше, чем то, что происходило в соседней Сирии, где НАТО не участвовала, а вмешалась туда и ввела войска в Сирию Россия. Так вот, количество жертв сирийской гражданской войны исчисляется сотнями тысяч человек. Есть разные оценки, но то, что это не меньше 300 тысяч, это уже официально международно подтверждено. Основные жертвы произошли по вине режима Башара Асада, которого как раз поддерживает Россия, который бомбил мирные города Алеппо, Идлиб. Мы были свидетелями кровавых преступлений, которые осуществляла армия Башара Асада при поддержке армии и авиации России. Вот вы можете сравнить. НАТО в Ливии не дали Каддафи устроить кровавую бойню. Число жертв ливийской гражданской войны на порядке меньше, чем жертвы в Сирии, где сохранился у власти режим Башара Асада, которого поддерживала российская армия, кровавые бомбардировки городов, химическое оружие, многочисленные жертвы и военные преступления. Вот сравните, как было в Ливии, где участвовала НАТО, и в Сирии, где участвовала Россия. Ну и вот мы показывали вам выступление Дмитрия Медведева, который в 2011 году совершенно справедливо обосновывал необходимость международной операции с участием НАТО для того, чтобы не дать Муаммару Каддафи устроить кровавую резню собственного народа. Я хотел бы сказать несколько слов по ситуации, которая сложилась в Ливии и вокруг Ливии. Российская Федерация изначально хотела, чтобы урегулирование внутренней проблемы Ливии происходило мирным путем. При этом мы максимально тщательно отслеживали ситуацию и безоговорочно осудили действия руководства Ливии и руководителя ливийской революции в отношении собственного народа. Руководствуясь именно этими соображениями, Россия поддержала резолюцию Совета Безопасности 1970 и пропустила резолюцию 1973. Именно в целях защиты населения и недопущения эскалации конфликта. Давайте подведем некоторые итоги. Альянс НАТО подходит к своему 75-летию, которое будет отмечаться в следующем 2024 году, с впечатляющими достижениями. Удалось остановить многовековую вражду на европейском континенте, примирить Францию и Германию, сделать так, чтобы в Европе превратились кровопролитные войны. Такого периода долгосрочного мира между крупнейшими европейскими державами история, в общем, не знала. Международное сообщество постоянно и регулярно обращается к Альянсу НАТО за помощью в борьбе с самыми разными плохими парнями, от афганских талибов до сомалийских пиратов. И вот еще такой важный вопрос. Вы видите сейчас, что когда Путин напал на Украину в 2022 году, страны НАТО стали поставлять Украине вооружение для защиты от путинской агрессии. И, внимание, этих вооружений все время не хватает. Там постоянно идет очень жесткий спор по поводу леопардов, по поводу гаубиц, по поводу истребителей F-16 и много еще чего. Внимание! А почему есть эти проблемы с поставками вооружений? Да потому, что Альянс НАТО поверил Советскому Союзу и позже России в искренность намерений дальше жить без всякой конфронтации в мире и сотрудничестве. Подписали договоры о разоружении, страны НАТО разоружились, ликвидировали мощности по производству вооружений и военной техники, которые существовали во времена Холодной войны.
Я, знаете, много ездил по странам-членам НАТО и видел, в том числе еще начиная с 90-х годов, как закрывались все эти военные заводы. Потому что НАТО поверило, что то, что Россия говорит о разрядке, сотрудничестве, подписала основополагающий акт и Римскую декларацию с НАТО о том, что мы больше не соперники, НАТО поверило, что это все правда. И сократило оборонное производство. Сейчас на фоне путинской агрессии против Украины приходится это все быстро восстанавливать, потому что оказалось, что верить агрессивному путинскому режиму нельзя. И вообще-то говоря, Путин всем этим хотел цинично воспользоваться. Он как раз знал, что НАТО демонтировало очень многие оборонные производства за время разрядки после окончания Холодной войны, что мощностей для того, чтобы снабдить Украину всем необходимым оружием, просто не хватает. И он цинично готовил эту войну давно. И выдвигал в том числе новые ультимативные требования, которых никогда не было раньше. Например, перед тем, как начать полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, Россия официально выкатила Западу некие требования о гарантиях безопасности, как будто нам реально кто-то угрожал. Вот пересмотрите наши предыдущие выпуски в цикле про Альянс НАТО, и вы поймете, что все, что вам кремлевская пропаганда на тему угроз НАТО рассказывает, это все мифы и выдумки, не имеющие отношения к реальности. Вот в этих так называемых требованиях о гарантиях безопасности, которые Россия выкатила западному сообществу перед нападением на Украину, вот зимой 2021-2022 годов, содержался пункт о том, чтобы НАТО фактически вернулось обратно за периметр своего существования до 1997 года, перечеркнув все расширение. Я хочу подчеркнуть, что это были не просто заведомо невыполнимые ультимативные требования, но это были требования, которых никто раньше никогда не выдвигал. Российские чиновники, да, редко, да, сквозь зубы, но тем не менее все эти годы признавали, что никакой реальной опасности от альянса НАТО не исходит. И вот даже сам Владимир Путин на встрече с тогдашним генеральным секретарем НАТО Джорджем Робертсоном в октябре 2001 года произнес фразу: «Его никто за язык не тянул. Пора переходить от дискуссий о расширении НАТО к конструктивному сотрудничеству». И вот тогда эти все шаги в правильном направлении делались, но потом Путин все это перечеркнул, и все конструктивное сотрудничество пошло на смарку. Но мне кажется, что мы должны выйти из этой логики, когда проблема расширения у нас постоянно возобновляет какую-то дискуссию деструктивного характера между Россией и НАТО. Нужно уйти от этой логики. I think we should abandon this logic under which every time the subject matter of the NATO enlargement is discussed, it creates some kind of destructive rather than productive argument. We should abandon this. И здесь я хочу перейти к ответу на первую часть вашего вопроса. And with this, I would like to answer the first part of your question. Услышали ли западные лидеры наши сигналы о готовности к более тесному сотрудничеству с НАТО? Whether Western leaders heard our signals signaling our greater readiness to cooperate and interact. У нас такое чувство, что да, эти сигналы услышаны. Мне известна позиция президента Соединенных Штатов, который ее достаточно ясно высказал, и мы чувствуем изменение подходов западного сообщества Соединенных Штатов после ясных сигналов со стороны президента Соединенных Штатов по необходимости изменения характера отношений между Россией, Штатами и всем западным сообществом. Мы чувствуем, что начинают происходить практические изменения в качестве наших отношений. Примерно то же самое могу констатировать и после встречи с европейским сообществом. Approximately the same feeling I've gathered from my meetings with my partners in the European Union. И то практическое предложение, которое сегодня было сделано и сформулировано генеральным секретарем НАТО, подтверждает это же обстоятельство, говоря о том, что и в НАТО готовы к
к расширению и изменению качества отношений с Российской Федерацией. And the practical proposals made by the Secretary General of NATO run in the same direction and represent yet another testimony that NATO is also prepared to change the quality of our partnership, of our interaction. Мы готовы к такой работе. We are ready for this. Спасибо. Thank you. At the moment, there is no application from Russia, but what there is a partnership that is growing in importance, in depth, and in relevance, and that is what we must focus on just now. На сегодняшний день предложение о вступлении от России не поступило, но имеется очень серьезное партнерство, которое углубляется, расширяется и становится все более значимым. It is a right of any country in the world to choose its own security arrangements, and that right applies to the Russian Federation just as it applies to any other country. У каждого государства есть суверенное право выбирать собственные условия для обеспечения безопасности. У России точно такие же права. But today's discussion was about how we increase the quality of the unique and special partnership that NATO has with Russia, and how to make it work better in the interests not only of NATO and Russia, but of the wider Euro-Atlantic community as well. На сегодняшний же день мы обсуждаем то, как улучшить качество наших отношений, как углубить их и тем самым сделать мир более безопасным для России и для НАТО и для всего человечества. NATO is not interested in recreating any dividing lines in the Euro-Atlantic area. What we are interested in is building up relationships that matter, that are based on mutual respect, based on a grown-up attitude to the common problems that we face. That is what we discussed today, and that is the way we will take forward the NATO-Russia relationship. НАТО не стремится к тому, чтобы проводить новые разграничительные линии и разделять народы. Наоборот, мы хотим строить свои отношения на глубоком внутреннем уважении друг к другу. Есть масса вопросов, которые мы можем решать совместно, и именно они и решение этих вопросов поведут нас дальше в нашем совместном сотрудничестве. Спасибо, Ну или вот вам другой пример. Одним из камней преткновения, которые вот так бурно живописует российская пропаганда, была попытка, так и не осуществленная никогда, кстати, разместить в Европе третий позиционный район американской противоракетной обороны. Ух, сколько было вот за последние там 15-20 лет сломано копий вокруг этой несостоявшейся американской противоракетной обороны в Европе. Так вот, самое интересное. Вот вам, пожалуйста, признание от министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который говорит: а нам предлагали участвовать в этом третьем позиционном районе. Понимаете? Вот, а почему было не пойти на это сотрудничество и не осуществить с НАТО совместный проект по обеспечению безопасности от всевозможных режимов изгоев в странах Ближнего Востока? Предлагали участвовать в третьем позиционном районе противоракетной обороны. Заявили нам, что они этот анализ уже провели, и для того, чтобы эти угрозы парировать, нужно вот создавать третий позиционный район в Восточной Европе, а нас пригласили подключаться. Ну или вот один из нынешних главных путинских ястребов Дмитрий Медведев, который тогда формально занимал должность президента России, это ноябрь 2010 года и заседание Совета России и НАТО в Лиссабоне, где Медведев произнес максимально теплую конструктивную речь в отношении стран НАТО, говорил, что у нас наступает новый этап партнерства, построение полнокровных дружеских партнерских отношений. Я замечу, это ноябрь 2010 года, это 2,5 года прошло после того самого Бухарестского саммита НАТО, куда приезжали лидеры Украины и Грузии, и в декларации, коммюнике саммита им пообещали будущее членство в Альянсе. То есть уже речь шла о том, что Украина и Грузия в НАТО вступят. И Медведев в Лиссабоне говорит, что мы друзья, братья, у нас есть некоторые трудности, но в целом перед нами лежит период конструктивного и плодотворного сотрудничества. Вот не слушайте, что он говорит сейчас,
Слушайте, что он говорил тогда. Тогда российские лидеры находили возможность действительно вот признавать реальность такой, какой она является. Потом был период очень серьезных разночтений, охлаждений. И вот сейчас мы находимся в периоде укрепления сотрудничества. Поэтому в целом я бы согласился с тем, что это очень важный этап в выстраивании продуктивных, полнокровных и партнерских отношений между Россией и НАТО. И, кстати сказать, даже в той декларации, которая одобрена по итогам заявления генерального секретаря, говорится о том, что мы стремимся к развитию стратегического партнерства. Это не случайное определение. Это означает, что в отношениях между нашими странами удалось преодолеть трудности последнего периода. Мы констатировали, что действительно период охлаждения и претензий завершился. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и стараемся развивать отношения между Россией и НАТО по всем направлениям. И вы знаете, вот последняя из цитат российских официальных лиц, которые я хотел вам дать на эту тему, это цитата из 90-х годов от ныне уже покойного одного из главных путинских ястребов, бывшего представителя путинской России в ООН Виталия Чуркина, который в то время, в 90-е годы, был заместителем министра иностранных дел. И вот Чуркину на пресс-конференции задали вопрос о присоединении бывших советских республик к программе сотрудничества с Альянсом НАТО «Партнерство ради мира». И, внимание, такого вы, конечно, сейчас больше по телевизору не услышите. Чуркин отвечает: это суверенные страны. Они вправе делать свой собственный самостоятельный выбор, как им строить отношения с другими государствами в области безопасности. Вот хорошо бы эту фразу у российских руководителей вытатуировать где-то на лбу. На сегодня присоединилось 3 государства СНГ: Украина, Грузия и Молдова. Я так полагаю, что другие тоже размышляют над этим, над чем-то работают. И рано или поздно все или большинство стран, членов СНГ, наверное, присоединятся. Но здесь еще я хочу отметить, как-то мне кажется, в наших дискуссиях внутренних этот вопрос упускается, что когда мы говорим об СНГ, мы ведем речь о суверенных государствах. Поэтому и называется Содружество независимых государств. И они суверенны принимать свое решение. Мы не можем подумать и сказать: а вот мы сами не пойдем и им тоже запретим. Никто не пойдет, не будем участвовать в Содружестве независимых государств. Они уже начали вступать, и это их суверенное решение. Так что рано или поздно относится не к России. Россия будет подписывать рамочный документ предположительно 21 апреля. Это будет дата нашего присоединения к программе. НАТО проявил себя суперэффективным оборонительным альянсом, который за 3/4 века своего существования не допустил войн и нападений на территорию своих стран-членов. В отличие от того же пресловутого Варшавского договора, который под болтовню о дружбе и сотрудничестве то и дело нападал на страны-участники соглашения. Последние несколько десятилетий НАТО выполняло важнейшие функции по решению очень серьезных глобальных проблем безопасности в подавляющем большинстве случаев по мандату Организации Объединенных Наций. Да, иногда НАТО было вынуждено действовать самостоятельно, но в подавляющем большинстве конфликтов, будь то Босния, Афганистан, Сомали или Ливия, НАТО действовало на основании резолюции Совета Безопасности ООН, которая в том числе поддерживала и Россия. Ну и надо ли говорить, что когда наша страна предпринимала какие-то вооруженные интервенции, нападение на Венгрию, нападение на Чехословакию, нападение на Афганистан, потом на Грузию и Украину, никакого мандата ни от каких международных структур на это мы не получали. Наша страна по итогам всех этих лет так и не воевала с НАТО.
У нас не было ни одного военного конфликта с государствами-участниками Альянса. Хотя с тем же Китаем, с которым мы сегодня обнимаемся в засос, и вам его преподносят как главного друга и союзника, мы воевали еще не так давно, в 1969 году. За расширением НАТО на восток, о которое сегодня ломается столько копий, на самом деле не последовало размещение никаких ударных группировок, ракет и тем более ядерного оружия на территории новых стран-членов. Это прямо запрещено основополагающим актом России НАТО от 1997 года, и НАТО этот запрет неукоснительно соблюдает. Украина до того, как Путин напал на нее в 2014 году, имела официальный внеблоковый статус и запрет на размещение иностранных военных баз на своей территории, который был прописан в Конституции. Большинство жителей Украины были против вступления в Североатлантический альянс, пока Путин не напал. По-моему, здесь все довольно очевидно. России надо просто раз и навсегда отказаться от своих извечных имперских амбиций. В этом-то, собственно, и корень проблем. И Россия не решалась вторгаться на территории стран, которые находились под защитой статьи 5 Североатлантического договора, статьи, которая гарантирует коллективное участие в обеспечении безопасности друг друга. Как побороть российский агрессивный империализм, мы еще поговорим с вами в будущем. Подписывайтесь на наш канал. Но мы постарались изложить вам настоящую версию истории отношений Советского Союза, а потом и России с Североатлантическим альянсом. Согласитесь, она выглядит иначе, чем вам описывают сегодня по телевизору. Конструктивное сотрудничество и совместная работа по решению проблем глобальной безопасности возможны. Это все уже было в нашей истории. Когда такое взаимодействие происходило, то мы все могли вздохнуть спокойно. Знали, что на планете будет мир. Мы много раз видели, что НАТО открыто для такого сотрудничества с нашей страной. И в важнейшие исторические моменты Североатлантический альянс сам протягивал нам руку дружбы, оказывал необходимую помощь, в том числе и привозил банальную еду, когда нам было нечего есть на руинах коммунистической системы. История отношений России и НАТО – это вовсе не только история конфронтации. Со временем конфронтация уходила и уступала место нормальному, добросовестному сотрудничеству. Это Владимир Милов, и я уверен, что мы еще увидим времена, когда это сотрудничество между Россией и НАТО вернется. Когда угроза миру, угроза ядерной войны, сегодня мы видим, как российское руководство размахивает направо и налево ядерной дубиной, все эти угрозы уйдут. Мы вернемся в нормальный, спокойный мир, который думает о прогрессе, о развитии, а не о средневековой конфронтации друг с другом. Все эти времена еще наступят. Альянс НАТО является самым серьезным гарантом этого светлого и радостного будущего. Ну а мы на нашем канале продолжим вам рассказывать правду о том, что происходит в мире, в России, о международной безопасности и в том числе роли стран Запада и Североатлантического альянса. Подписывайтесь на наш канал, здесь точно будет интересно.